Здравствуйте, любители лоскутного шитья! Сегодня мы сошьем с вами очень красивый блок, который называется «Дрезденская тарелка». Вот она перед вами. Она представляет из себя круг, который разделен на секторы лепестки. И количество этих лепестков зависит от того, насколько мы разделим частей наш круг. Для того, чтобы шить дрезденскую тарелку, нужны специальные линейки и шаблоны. Но не у каждого есть возможность приобрести такую линейку или шаблон. Поэтому сегодня я покажу вам, как можно легко и просто шить дрезденскую тарелку с 16 лепестками, используя подручные средства: бумагу, карандаш и линейку. Нам понадобится лист бумаги форматом А4. Складываем вот так, чтобы получить квадрат. Лишнее отрезаем. Так, вот наш квадрат. Здесь 90 градусов, пополам будет 45 градусов. Для нашей дрезденской тарелки нам нужен угол 22,5 градусов. Это половина 45 градусов. Значит, мы вот этот угол складываем еще раз пополам. Ну и практически наш шаблон готов. Осталось отрезать лишнее. Отрезаем вот этот вот хвостик. Сантиметров 6 можно отрезать его. 6 сантиметров. Так. И отсюда отмеряем 9 сантиметров. Это высота нашего лепестка. 9 сантиметров. Все. Нам нужен всего лишь один сегмент. Вот. Наш шаблончик готов. У меня он высотой 9 сантиметров. Когда сошьется наша тарелка дрезденская, она будет диаметром где-то 19-20 сантиметров. Теперь, чтобы выкроить нам наши лепестки, берем ткань. Я взяла для своей тарелки 4 цвета разные ткани. Лепестки можно делать все разных цветов. Можно использовать 2 цвета, 3, 4 цвета. То есть как вам понравится. Я для своей тарелки беру ткань 4 цветов. Вот. Фиолетово-розовой гамме, и будем сейчас выкраивать. Для того, чтобы было удобно, например, отрезаем полосу ткани шириной 9 сантиметров, на изнаночную сторону прикладываем наш шаблон, обводим его с этой стороны, и вот так вот, и вырезаем. У нас должны получиться вот такие вот лепесточки. Вот. Так, дальше. Берем лепесток, складываем пополам и прокладываем вот здесь вот строчку, отступая 0,6 или 0,7 миллиметров. Припуск. Он должен быть одинаковый на всех лепестках. Теперь нам надо отрезать вот этот уголок. Расправить шов и выворачивать.
наш уголочек. Можно помогать себе тут палочкой какой-нибудь. И теперь утюгом загладить. Стараться так, чтобы вот этот шов был посередине нашего лепестка. Для этого можно помочь себе так вот и заглаживать. Все это надо проделать с 16 лепестками. Отгладили наши лепестки, теперь будем сшивать их. Сшиваем их попарно. Таким образом. Вот здесь прокладываем строчку, отступая 0,7 мм. Прокладываем вот здесь вот строчку. Сшиваем попарно, потом по 4 вместе. Так, идем к машине. Я снимаю. Вот смотрите, что у нас получилось, когда мы сшили все наши лепестки. Обратная сторона, шовчики вот эти все надо разгладить. Теперь берем ткань какую-нибудь. Может, вы захотите шить подушку, или будет это какая-то подставочка у вас. Накладываем ее на ткань, закрепляем этими булавочками и дальше пришиваем аппликационным швом, пришиваем к ткани. А сейчас я вам покажу, как сделать, как закрыть наш вот этот круг. Для того, чтобы закрыть нашу серединку, нам понадобится лоскут ткани и лоскут клеевого флизелина. С одной стороны вот он клеевой, шершавый такой. Рисуем круг. Ну, можно применить любые подручные средства, например, кружку какую-нибудь. Круг может быть любого диаметра, можно поменьше, можно побольше. Вот смотрите, чтобы вот закрыть это отверстие. Накладываем их лицевыми, клеевой стороной на лицевую сторону ткани и строчим. Так, вот мы прострочили наш круг, и теперь его вырезаем. Все, обрезали. Теперь отделяем наш флизелин от этой части. Даже у нас уже порвался, отлично. Вот, его надо надрезать. Выворачиваем. Аккуратно расправляем швы здесь и отглаживаем. Вот у нас получилась такая аппликация с закрытым срезом. Ну, теперь можно ее приложить и посмотреть, что у нас получится. Вот. Сейчас мы ее отгладим. После того, как пришьем цветок аппликационным швом к ткани, накладываем нашу серединку. Она у нас тут клеевая. И горячим утюгом проглаживаем и приклеиваем ее. Дальше можно также аппликационным швом пришить. Можно пришить потайным швом, то есть чтобы было не видно. Вот. То есть как вам захочется. Вот. Наша дрезденская тарелка готова.
На этом я с вами прощаюсь. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.